Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала, друзья! Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание столу и поговорим о том, как стол влияет на изобилие, достаток, на благополучие семьи, а также что нужно сделать, что должно быть на вашем столе, чтобы действительно все было в изобилии, в достатке и в гармонии, а также что не стоит делать. Друзья, очень важная и ценная информация, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите «Мой изобильный дом». Обязательно прописывайте, так быстрее Вселенная поможет вам заиметь вот это все в материальном мире. Также всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам, друзья, отправляете. Нам очень приятно. В каждом доме без исключения есть стол. Кто-то любит большие столы, кто-то маленькие, кто-то круглой или овальной формы, кто-то квадратный и прямоугольный, а кто-то и вовсе предпочитает нестандартную форму. Есть столы из различных материалов: пластика, прессованного дерева, стекла, гранита, дерева и так далее, и так далее. Каждый из таких столов несет в дом свою энергетику. У одних она сильная и положительная, а вот у других она слабая и негативная. Так, например, деревянный стол будет привлекать в дом изобилие, благополучие, богатство, а вот стеклянный стол будет привлекать денежные потери, скандалы, ссоры, а вот в доме с пластмассовым столом будут постоянные неудачи, успех будет обходить стороной, а денежные проблемы будут только приумножаться. Стол из гранита притянет слабое биополе к членам семьи и сделает энергетику жилья негативной. Будет ощущаться недомогание и нежелание ставить перед собой какие-либо цели и добиваться их. Хорошо, когда деревянный стол в доме круглой или овальной формы. Это, наоборот, будет помогать потокам сильных энергий находиться в беспрерывном русле. Никогда неудачи не будут наполнять такой дом. Может быть, столы и квадратной, и прямоугольной формы, тогда в доме будет стабильность во всем, начиная от личной жизни, заканчивая успехами в карьере или в собственном бизнесе. Но такие столы, как сейчас модно, в форме листа, капли и так далее, ничего хорошего не привлекут в ваш дом. Вы только будете думать, что достигаете своих целей, как все будет валиться у вас из рук, и вы будете возвращаться в то место, с которого начинали свой путь. Со временем это приведет к тому, что вы потеряете то, над чем долго работали и на что потратили много сил. Семья, которая сидит за таким столом, будет некрепкой, поэтому не рискуйте и изначально подберите себе стол правильной формы. О столах из других материалов вообще стоит забыть, чтобы не привлечь в дом беды и разочарования. Допустим, только стол из прессованного дерева или опилок. Он не будет таким сильным, как деревянный, но и вред приносить в ваш дом тоже не будет. Стол – это ваш символ семейного единства и достатка. Он будет помогать и привлекать в ваш дом все то, о чем вы будете мечтать. А связь с энергетическим каналом, который имеется у этого сакрального предмета, будет неразрывной, благодаря чему все энергии, которые будут его окружать, будут приумножаться и быстро распространяться по дому. Никогда не ругайтесь за обеденным столом, иначе в доме придут недопонимания, размолвки, утратится крепкая связь. Не стучите по нему ничем, и в том числе кухонной утварью, иначе беда постучится в вашу дверь. Нельзя стучать и кулаком, иначе привлечете к себе страх и агрессию со стороны других людей. Не ставьте на него и со злостью посуду. Не накрывайте стол в гневе, так как это разрушит энергетику вашего жилья, и в дом рано или поздно придет безденежье. К столу нужно относиться с уважением, накрывать его только в хорошем настроении, тогда в доме всегда будет покой и достаток. Не сметайте крошки со стола рукой, будут неприятные денежные траты, которые очень сильно вас могут расстроить. Не сметайте и рукавом, так как о вас будут сильно сплетничать, что вгонит вас в депрессию
Для этого должна быть специальная мочалочка. Так, во время уборки, оказывая уважение столу, вы будете, наоборот, привлекать светлые энергии и денежную в том числе. На столе не должна стоять и пустая посуда, так как эта энергия приумножится и наполнит ваш дом. А что энергетика пустоты может в него принести? Ну, конечно же, ничего хорошего. Все члены семьи будут только терять все ценное, а на это место будут приходить негативные энергии, которые постепенно будут окружать и разрушать биополе, из-за чего люди будут ощущать недомогание, слабость, нежелание браться за новые дела и покорять вершины. Пустой посуде также не место на столе. Это привлечет в дом бедность. Даже у богатого на данном этапе человека может произойти очень неприятный переломный период, который его к этому приведет. Не стоит рисковать и проверять. Нет ничего сложного в том, чтобы сразу после еды убрать посуду, помыть и разложить все по местам. Будете на столе оставлять алкоголь, глава семьи обретет плохую привычку, которая изменит его, и он даже может спиться. Не кладите на стол ничего, даже на время подушка, положенная на стол во время уборки, притянет к тому, чья она, болезни. Если часто повторять такое действие, то кто-то в семье может даже умереть. Если вы пришли с магазина, то и расположите на столе пакеты, сумку, рюкзак, это покажет ваше неуважение к нему, а также, что немаловажно, разозлить домового, так как он всячески старается наоборот поддерживать энергетику ваших вещей в чистоте, а вы ему таким поступком мешаете. Ночью из-за этого можете слышать стук, скрип. Если домовой сильно разозлится, то даже его присутствие и дыхание возле своей кровати. Положите на стол расческу, привлечете в свою жизнь переживания. Оставите ее на нем на ночь, привлечете к себе слезы, которых прольете потом немало. Не должно на нем оставаться в ночное время и режущих, колющих предметов, так как это разрушит энергетику жилья, сделает ее слабой, и если вы в какой-то момент не проведете очищающий ритуал, в дом придет злая сущность. За собой ее может привести и человек, который желает, чтобы горе наполнило ваш дом и вынашивает в своем сердце по отношению к вам ненависть. Если стол шатается, это срочно нужно исправить. Если исправить не получается, замените стол, иначе в дом придут серьезные беды, а также нищета. Не должен на столе сидеть и домашний питомец, так как это способно перекрыть энергетический канал. Если питомец на лапках, расхаживая по дому, подцепит негатив и принесет его на стол, он, распространившись, к сожалению, притянет одни неудачи. Также нельзя сидеть на столе, так как такое действие притянет в вашу жизнь проблемы. Вроде как справившись с одними, будут вокруг вас возникать следующие, и так по кругу. Если на стол сядет незамужняя девушка, женщина, брак, в который вступит, будет неудачным, к тому же быстро распадется. Если на ваш стол сядет кто-то, кто не живет с вами под одной крышей, это привлечет в ваш дом все его проблемы, а он взамен, наоборот, заберет ваше благополучие. Если на стол целенаправленно сядет человек, который вам завидует, то он привлечет в ваш дом проклятие. И чем дольше после этого он будет находиться в вашем доме, тем хуже будет для вашей семьи. Поэтому, если вы такое увидите, сразу попросите данного человека уйти, а после его ухода проведите энергетическую чистку с помощью огня. Незамужним девушкам и парням нельзя сидеть на углу стола, иначе одиночество придет в их жизнь. Нельзя есть и на углу стола, уйдет мудрость, и человек совершит поступок, который разрушит его жизнь. Если на углу будет сидеть беременная женщина, это привлечет в ее жизнь слабость. Малыш может родиться беспокойным. Не стоит ходить вокруг стола против часовой стрелки. Привлечете в дом крупные проблемы. Если вы находитесь в дороге и желаете, чтобы она была удачной, тогда перед поездкой подержитесь за край стола и попросите об этом. Если вам предстоит важная сделка, подписание какого-то контракта, положите под скатерть стола лавровый лист перед сделкой. Далее разомните его, выйдите на улицу и при этом скажите 3 раза такие слова.
Все то, что задумалось, так и получается. Путь удачный и успешный передо мной открывается. Будут деньги и удача меня сопровождать, к новому жизненному этапу подталкивать. После проделанного у вас все обязательно будет хорошо. Получится так, как вы сами того желаете. Поэтому не переживайте, делайте все, как считаете нужным, и получите обязательно желаемый результат. Если желаете, чтобы день был удачным, трижды нарисуйте левой рукой на столе круг по часовой стрелке. При этом скажите такие слова: «День мой не только удачно начинается, но и удачей завершается». В такой день у вас все будет с легкостью получаться, а также произойдет какое-то приятное событие, которое вас обязательно значительно порадует. Чтобы в вашем доме всегда все было хорошо, его наполняли только светлые положительные энергии, а проблемы, недомолвки, недопонимания, злые сущности и ненужные энергии обходили его стороной, для этого всегда нужно содержать стол в порядке. На нем должна быть красивая скатерть. Это оберег для вашего дома, и вместе со столом она сможет уберечь ваш дом от любого вида негатива. Ну а чтобы в дом привлекалась удача, на скатерти нужно вышить четырехлистный клевер. Для того, чтобы привлечь любовь, положите под скатерть 2 красные нитки, связанные между собой крепко 2 узелками. Если уже есть любовь в вашей жизни, то при этом проговаривайте такие слова: «Любовь в жизнь мою пришла, за это ее благодарю и приумножиться прошу, чтобы нас всегда счастье окружало, взаимопонимание и уважение не покидало. Отношения только крепчали и любым завистникам противостояли». Это поможет сделать ваши отношения необычайно крепкими и приумножить все то хорошее, что есть в вашей жизни. Если же вы еще не нашли любовь, значит, вам нужно проговорить такие слова: «Любовь в жизнь мою приди, меня приятно удиви». Пусть суженый найдет, его ожидаю и на энергетическом уровне привлекаю. Любовь будет окружать, радостью сердца наполнять. Будет рука об руку дальше по жизни шагать и никуда друг друга никогда не отпускать. После проделанного очень короткий промежуток времени вы встретите своего суженого, с кем завяжутся у вас красивые отношения. Они закончатся крепким браком. Для того, чтобы привлечь в дом достаток, нужно под скатерть по центру стола разместить на растущую луну купюру большого номинала, 8 раз повернув ее по часовой стрелке. Данная энергия будет только приумножаться и никогда не покинет ваш дом. Такую купюру раз в год нужно обязательно менять, покупая на нее что-то для своего дома, чтобы радовало глаза и грело душу. Если вы разместите под скатертью 3 лавровые листа вокруг купюры, то в дом будет приходить денежная энергия в нужном количестве. Необдуманные денежные траты и потери денег обойдут вас стороной. Получится с легкостью зарабатывать и приумножать все то, что у вас уже имеется. Обязательно на столе должна находиться конфетница. Если вы вспомните, то у каждой бабушки и прабабушки это было обязательно на столе. Только в детстве это, конечно же, воспринималось как что-то волшебное, для того, чтобы приносить радость. Это, конечно, так, но имеется у данного действия еще одно объяснение, которое мало кто знает. Такой способ задабривался домовой, а так как он любитель сладкого, то такое количество сладостей в свободном доступе для него будет его радовать. Он будет счастлив из-за оказанного внимания, и взамен он будет стараться привлекать в дом только энергии достатка, а также положительные и сильные, защищая дом от нечистосердечных людей. Если злой душой человек съедал такую конфету, то домовой ему вместе с ней возвращал весь негатив, который он приносил в данный дом, что быстро ощущалось этим человеком, и он старался больше не приходить в этот дом. А значит, и негатив свой держал при себе. Сладости, находясь на столе, способны притягивать в дом достаток, добро, делать отношения между членами семьи более крепкими и искренними. В семье, в которой на столе есть сладости, никогда нет скандалов и ссор.
По конфетам можно сказать, какие события даже вас ожидают. Если вы съели конфету и оказалось, что она имеет какой-то неприятный привкус, она горьковата, это укажет на то, что вас ожидает неприятный жизненный этап. Если вы взяли конфету и случайно проглотили ее целиком, это указывает на то, что кто-то из близких вас обманывает. А если же конфета выпала изо рта, это укажет на то, что беда придет в вашу жизнь, но вы сумеете с ней обязательно быстро справиться. Если когда будете брать конфету, случайно возьмете больше, чем одну штуку, это укажет на то, что вас ожидает приятное знакомство. Оно может быть как личного характера, так и дружеское, но данный человек оставит о себе приятный след в вашей жизни, а возможно вы и далее пойдете с ним вместе по жизни, поддерживая друг друга и любя. Если конфета выпадет из рук и ударится об стол, это укажет на то, что скоро в дом придут крупные денежные суммы. Если конфета, падая, разобьется, сможете удачно продать то, что никак не получалось. Обращайте внимание еще на день, в который упала конфета. Понедельник способна притянуть болезни, поэтому нужно поберечься. Во вторник кто-то решит осплетничать. В среда удача придет в вашу жизнь. В четверг стоит ожидать счастливое событие. Пятница вы идете не в том направлении, пересмотрите свою дорогу. Суббота больше времени уделяйте семье. А вот в воскресенье вам нужна энергетическая перезагрузка. Если вы чувствуете, что в дом принесли конфеты не от чистого сердца, не кладите их на стол, так как может уйти благополучие. Обращайте внимание на то, в каких обвертках принесли конфеты. Желтые к деньгам, красные, то, о чем вы мечтаете, скоро сбудутся. Зеленые получите прибавление к зарплате, возможно, даже новую должность. Синие к счастью, коричневые к убыткам, фиолетовые к недомоганию. Серые обвертки скандалы. К скандалу белые к новому жизненному этапу. И от того, какой он будет, зависит, как вы относитесь к дарителю. Бежевые не одалживайте деньги, их не вернут. Экономьте. Если, взяв в руки конфеты, вы ощущаете какое-то нехорошее желание, вынесите на улицу и оставьте их там. Другим они не навредят, а вам они не нужны. На это вам указывает ваша интуиция. Также на вашем столе всегда должна быть баночка меда. Это сможет сделать дом полным радостных моментов. Свеча зеленого цвета, которую нужно периодически поджигать, она не только будет привлекать денежную энергию, очищать энергетический канал, но и убирать негатив, распространяя сильные энергии по дому. Вот такой, друзья, очень важной и ценной информацией мы сегодня с вами хотели поделиться. Обращайте внимание на эти народные приметы, они очень важны. Ну а прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите «Мой изобильный дом». Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие, друзья, рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ, услышимся в следующем видео.